Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу вам все про ближайший разворот Сатурна, который случится с нами, со всеми, с 30 июня по 15 ноября 2024 года. Да, дорогие друзья, все те, кто смотрел большое видео по каждому своему персональному знаку зодиака «Лето надежд», я там, в принципе, рассказывала немножечко про ретроградный Сатурн, но в рамках этого лета, какие события будут происходить. Конечно же, для всех остальных, кто хочет знать, что же случится с нами за эти 4 месяца, ну что, ребят, 5 месяцев, все-таки это почти 5. Присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, что же ждет каждый знак зодиака. Конечно же, ваши любимые тайм-коды здесь снизу написала, поэтому подключайте свой знак зодиака, смотрите. Ну а пока общая информация про всех, что же будет с нами со всеми происходить. Да, ребята, ретроградный Сатурн. Вообще Сатурн у нас отвечает у всех за социальный статус, за карьеру, за реализацию, за финансы, за хорошие деньги, за хорошее положение в обществе, за наше будущее, куда мы стремимся, потому что мы можем быть совершенно обычным человеком по жизни, но у нас у всех есть будущее нашей реализации, кем мы, собственно, хотим стать. И как раз-таки Сатурн отвечает за это. Сатурн отвечает за все официальные отношения, которые у нас есть. Будь это брак, который мы заключаем, будь это развод, официальный разрыв отношений, будь это договорные отношения с работодателем, будь это любые договорные мощные отношения, которые мы подписываем, которые обязательно приведут нас к финансам. То есть это те отношения договорные, которые всегда нас поднимают в социальном статусе вверх, которые дают нам и создают нам нашу репутацию, уровень ответственности. Поэтому да, сейчас все те, кто говорят, что я люблю жить в гражданском браке, я считаю, что брак это пережитки старого, что это все не нужно, ребята, здесь и ответ на ваш вопрос, какой уровень ответственности в вас. И здесь история того, насколько в вашей карте работает Сатурн, насколько вы проявлены по этой планете, и от этого будет зависеть ваш социальный статус. Естественно, все те, у кого этих договорных отношений и ответственности больше, у того и социальный статус выше. 100% факт. Все те, кто активен в своей позиции по жизни и не скрывает свою репутацию, все те, кто очень долго, плодотворно и продуктивно любыми своими действиями шли в реализацию в своей жизни, они 100% наработали репутацию. Здесь история про то, какая есть ваша репутация, которая создает вам ваш социальный статус. Здесь история того, что можно мне сказать, что это все фантики, ребята, но, как показывает опыт прошлых поколений, все это на самом деле настолько важно, что мы порой, пренебрегая этой ответственностью, скатываемся вниз в финансах, скатываемся вниз в отношениях, скатываемся вниз по здоровью, потому что Сатурн это еще проблемы с зубами, с костями, с позвоночником, когда у нас нет своего эго, своего я. Не то я, когда мы хотим со всеми поругаться и доказать точку зрения, которая, у каждого же она своя. А здесь прям за справедливость, за серьезную, неприятную справедливость и ту правду, за которую всегда приходится, грубо говоря, страдать. Готовы ли вы страдать за эту правду, готовы ли вы брать ту самую ответственность, берете ли вы ее на тот самый уровень, поднимаетесь, на который вам положено прийти, потому что нам всем положено прийти к своей реализации. У кого-то она достаточно сложно, у кого-то она амбициозна, у кого-то она с активной жизненной позицией, у кого-то она заточена на проявление других совершенно качеств, более мудрых, более душевных, я бы так сказала, да, то есть кому-то нужно стать очень классным, ответственным семьянином, да, у кого-то своя реализация, кому-то нужно стать бизнесменом, зарабатывающим большие деньги, кому-то нужно стать врачом, который будет на уровне своей ответственности
ответственность и спасать жизни. И здесь история, ребята, у каждого в натальной карте есть свои указания на то, кем нам каждому нужно стать. Но при этом уровень ответственности и репутации, она у всех плюс-минус одинаковая. И чем ответственнее мы в своих решениях, в своих проектах, да, в жизни, тем нам больше дается. Нам дается по репутации, нам дается по финансам, в том числе нам дается в подъеме по карьерной лестнице. И эта история, она напрямую связана с Сатурном. Если у нас всего этого нет, ни ответственности, ни репутации, ни желания подняться вверх, тогда, естественно, начинает хромать здоровье. И это такая лакмусовая бумажка того, что Сатурн не рабочий. Сатурн не рабочий, ответственности нет, решения принимать боимся. Боимся подписывать договора и получать по шапке те же самые брачные отношения, которые не нужны. Это, да, можно сказать, что это история, жившая себя, но, ребята, давайте не будем уже о наболевшем, потому что здесь история, она про грани будущего. Итак, дорогие, ретроградный Сатурн. С какими делами мы столкнемся? Это истории, у кого-то истории с здоровьем, у кого-то история с деньгами, у кого-то история с отношениями, у кого-то истории с карьерным ростом. Для кого-то этот период будет сверхпродуктивный, для тех, у кого в натальных картах очень активный Сатурн. Вы владеете этой энергией, вы понимаете, что для того, чтобы подняться, вам необходимо взять на себя ответственность, и чем больше вы на себя берете ответственности, тем сильнее вы становитесь, в принципе, да, тем сильнее становится ваш Сатурн, и трудности, которые появляются, они вас закаляют, тем быстрее вы становитесь тем самым активным бизнесменом, персонажем по жизни, которым вы хотите стать, и тем меньше вероятность того, что у вас будет провисать, например, здоровье, либо же у вас будет портиться репутация. Да, и здесь, конечно же, нужно понимать, что в эти 4,5 месяца мы с вами все вернемся к проблемам, историям по здоровью. Это самый запущенный случай, да, то есть я от противного пойду в приятное, да. Проблемы по здоровью, проблемы с долгами, то есть, да, проблемы по здоровью, это является финальной такой стадией того, что мы прям уже совсем обленились и не хотим даже деньги зарабатывать, сами себя обеспечивать, да. История с долгами финансовыми большими и мощными, когда мы пытаемся уйти от истории того, что нам нужно все-таки быть другим человеком, брать и работать совершенно на другой работе. Возможно, мы не занимаемся тем делом своей жизни, а просто протираем штаны не там, где это нам нужно, да. Извините, сегодня сатурнианское видео, да, поэтому здесь рассказываю хладнокровно, рассказываю, может быть, немножко жестко кому-то покажется, но уж такая энергия Сатурна. Душевно и позитивно, с воодушевлением на видео Нептуна ретроградного, да, то есть я рассказывала и говорила. А про Сатурн, ребята, нельзя душевно. Про Сатурн нужно четко, может быть больно по ушам, как говорится, да, но все-таки это зато будет четко, быстро, без траты времени. Кстати, когда мы перестаем слышать, это такая тоже болезнь Сатурна. Нам страшно, когда мы перестаем слышать, мы просто не хотим слышать все то, что у нас есть. Такая тоже история, очень глубокая и мудрая про Сатурна, связанная со здоровьем. Но вернемся. Когда мы все-таки у нас нет долгов, у нас нет вопросиков с какими-то обязательствами сложными, которые вгоняют нас в долговую яму, но при этом мы работаем на работе, которая нам не нравится. Это тоже та история, когда вы ходите каждый день на работу и понимаете, что вы явно не там, где вы должны были быть, что вы достойны большего. Почему тогда вы туда ходите? Неважно, какого знака зодиака вы играете, да, в этой жизни. Вообще нет. Если вы понимаете, что вы на работу ходите как на каторгу, эта история, тогда необходимо ее изменять. Нужно находить дело своей жизни.
Самый простой способ — это, конечно, прийти на натальную карту к любому астрологу, который вам скажет, где вам проще будет зарабатывать деньги, где вам будет проще реализоваться, проявить максимально свои качества. Если сейчас на это нет желания, то отматываем свою жизнь в возрасте подросткового периода 12, 15, 18 лет, ну можно еще 20-25. Здесь период того, кем вы хотели стать, особенно в подростковом возрасте. Какие были ваши мечты, грезы и желания, кем вы представляли свою жизнь. Мы сейчас живем все в веке, когда нет профессий, к которым бы мы не смогли дотянуться. Только ограниченное мышление может нас оставить в том месте, где мы находимся сейчас, да? Ну или втянуть нас в долги больше. Здесь история того, что кем вы хотели стать. Обычно в подростковом возрасте, когда мы все бунтуем, мы всегда хотим стать тем, кем мы хотим. Вот отмотайте и вспомните, кем вы хотели стать. Какие таланты, возможно, вы начали тогда проявлять, чему вы стали учиться. В возрасте 18-19 лет, когда кармические узлы делали возвращение, здесь, конечно же, вспомните, на кого вы хотели поступать в институт, в университет, чему вы хотели учиться. Ничему вас заставили родители или направили, или сказали, это было бы разумно. Что вы хотели, о чем вы мечтали. Вот это то самое. Ну и, конечно же, самое простое: достаньте бумажку и напишите, с одной стороны, что вы любите делать, просто так, даже без денег, что вы умеете делать и что вы ненавидите делать. Ну и разберитесь, это такая четкая, просто простое, бытовое, да, на самом деле, того упражнение, которое немногие до него доходят, потому что очень сложно признаться себе, вот то, что ты много лет живешь не так. Открывайте и смотрите, что вы любите делать. Там кто-то любит стричь волосы, делать прически. Кто-то скажет, на этом нельзя много зарабатывать. Да ладно, ребят, вы шутите. Кто-то любит вкусно готовить. Кто-то любит готовить тортики. Кто-то любит идти реально и в бизнес, в карьеру. Вот прям идти там и достигать, ему классно. Ну, тогда зачем вы сидите в офисе, в пыльном, душном, где вам вообще скучно и боитесь выйти за рамки вот этого всего? Кому-то нравится активно заниматься спортом, и он вообще больше ничего не хочет делать, и кроме спортивной тренировки несколько раз в неделю больше счастья и радости в этой жизни не доставляет ничего. Ребят, мы живем в веке, где много возможностей, и сидеть ничего не делать — это ну просто печально для своей жизни. Поэтому вот такое простое упражнение сядьте и сделайте. Ну и, конечно же, здесь история того, насколько вы любите свою жизнь. Это первый такой вопрос. По 10-бальной шкале ответьте себе, насколько вы любите свою жизнь. Ну вот то, где вы сейчас находитесь, живете, ваше место, где вы живете, дом, квартира, неизвестно, да, насколько оно оправдывает все ваши ожидания, которые вы думали, что к настоящему возрасту вы достигнете чего-то, или же вы думали, что вот это вот все предел ваших мечтаний и все. Честно ответьте себе на эти вопросы. К сожалению, многие люди не приходят к развитию в этой жизни, потому что боятся честно себе ответить на вопросы. Сатурн — это планета максимальной честности, зато ее немногие-то и любят. И, собственно, и знак зодиака Козерогов. То есть, если меня сейчас смотрят Козероги, меня смотрят большинство, кстати, Водолеи, Козероги и Скорпионы. Самые, я бы так сказала, сложные знаки зодиака, потому что это те знаки, которые всегда говорят правду. Ну, то есть, во всех обстоятельствах они говорят правду, а люди не любят правду. Поэтому, собственно, им мои гороскопы, которые на фоне других астрологов такие сложноватые, им кажутся вообще нормально, разберемся, да. Поэтому, ребят, здесь прекрасно понимаете, честно ли вы отвечаете на свои вопросы по жизни, на свои запросы по жизни или нет? Или вы пытаетесь найти кого-то, кто бы вам предоставил ту жизнь, которую вы хотите? Неважно, мужчина вы или женщина, потому что мы сейчас живем в век, когда мужчины хотят стать женщинами, а женщинами стали уже почти мужчинами. Да? И это на самом деле и есть та самая печальная история, которая тормозит вообще все развитие. Потому что каждый не на своем месте. Каждый не на своем месте в работе, в личной жизни. И здесь история того, что как раз-таки приходит Сатурн несколько раз в год в ретроградное движение, начинает наводить порядок. И да, ребят, я не скажу, что этот разворот Сатурна, он будет какой-то очень сложный, мощный, мы проведем как-то очень печально это время. Все по-разному. У каждого знака зодиака свои сложности, трудности
трудности в этот период, и нужно это понимать, что мы каждый проходим эти трудности в зависимости от своего времени, да, каждому свое, в свое время, потому что мы все родились в свое время, день и место рождения, то есть мы каждый в своем этапе жизни, нет одинаковой градации, что всем нужно в 20 жениться, выйти замуж, в 30, там, я не знаю, достичь в карьере того-то, того-то, нет. Есть знаки зодиаки, которым нужно сделать несколько раз в жизни, освоить какую-то профессию, скатиться и начинать сначала. У кого-то это вообще история всей жизни, кто-то идет очень долго, например, козероги, к своей карьере, реализации всю жизнь. И здесь история, ребята, а у скорпионов это вообще история, связанная с бизнесом, это история всей жизни, то есть вся жизнь это сплошной бизнес, и здесь, я бы так сказала, не стоит подходить угловато, поэтому есть градация по знакам зодиака. Ну и, конечно же, Сатурн не в простое время в этом году делает ретроградную петлю, заставит, конечно же, нас наводить порядок в своих эмоциях, в своих переживаниях, в своих депрессивных состояниях, потому что месяца будут сложные, месяца будут тоже напряженные. Это июль, не скажу, что напряженный, август будет сложнее, сентябрь будет сложный своим одиночеством, пустотой и коридором затмений, который заставит очень много порядка в своей голове навести. У кого, конечно, не наведется, печально, ребята. Наводите порядок. Почему не делаете тот самый порядок, который необходим? Потому что страшно. Убирайте страхи, да? Убирайте обиды, потому что Сатурн это планета, которая связана еще и с обидами. И да, коридор затмения у нас затронет как раз-таки владение знака зодиака Весы, и все, кто разбирается сейчас, что происходит на небе, у нас кармические узлы идут как раз-таки по оси Овна Весов. Здесь, конечно же, да, история связана с отношениями в бизнесе, в личной жизни, финансы, деньги и то, как мы в этом во всем действуем, да. Октябрь уже будет более сложноватый и более агрессивный, потому что там, естественно, у нас Марс, Плутон в оппозиции будут торчать почти целый месяц, и это будет очень агрессивное время для вообще любой реализации. Но для самых активных, и кто умеет вот этот огонь, пожар, запал и вот эти сложные эмоции Плутона держать, у того будет получаться хорошо, у того будет подъем в бизнесе. Те, кто не владеют энергиями Плутона, ребята, все те, кто пасуют перед трудностями, перед сложностями, боятся усложняться, уже переставайте это делать. Переставайте уже бояться, это не модно. Нужно идти в свои страхи, как говорят психологи, нужно развиваться. Я как астролог тоже вам говорю, потому что если вы боитесь, понимаете, чего вы боитесь, и на этом начинайте подниматься. Итак, 4,5 месяца будут каждый разный по-своему. Для каких-то знаков зодиака будет активность, для кого-то будет подъем, для кого-то будет депрессивное состояние. Не выпадайте из этой ситуации. Я, конечно же, сейчас расскажу подробно про каждый знак зодиака, поэтому мотайте свои тайм-коды, как говорится, смотрите ли вы по Солнцу, по Луне или по асценденту, прыгайте по времени, смотрите, как вам больше нравится, можете просмотреть все знаки зодиака, мне, ребят, не жалко. И, конечно же, если у вас остаются вопросы, задавайте в комментариях под этим видео, как повлияет, например, эта петля Сатурна на вас. Но при этом я не гадалка, ребята, и оставляйте свои дату, время, место рождения для того, чтобы я ответила на ваш вопрос, который вы зададите, и я буду отвечать, открывать именно вашу транзитную карту, чтобы посмотреть, как на вас повлияет этот период. И здесь, конечно же, давайте продуктивно, честно и действовать оба вместе сообща, я бы так сказала. Ну что, поехали, и открывает у нас, я бы так сказала, тройку первенцев, да, у кого этот период будет, ну, скажем так, сложноватым. У кого будет сложноватым? Конечно же, это овны. Да, дорогие овны, для вас это лето и осень будет не совсем приятной с точки зрения
работы, трудолюбия и активности, потому что все-таки Сатурн заставит трудиться. Здесь нужно трудиться, здесь нужно действовать, здесь нужно быть активными. И, конечно же, терпение, ну, вы, в принципе, тот знак зодиака, который терпением не очень-то славится, но зато работать продуктивно, пробовать действовать, вкладываться в работу, это у вас получается хорошо. Если не получилась новая попытка, тоже у вас это получается хорошо, поэтому здесь не останавливайтесь, дерзайте, делайте, и будет вам счастье хорошо. Да, будет сложно, но усилий нужно прикладывать еще больше, поэтому на 4,5 месяца я советую не уходить в депрессивное состояние, я советую быть максимально продуктивными и активными. При этом захочется полениться, захотелось отдохнуть, отдохните, выделите себе прям отрывочек времени, в который вы четко знаете, что вам нужно отдохнуть, выспаться, навести порядок в голове, потому что, еще раз говорю, структура, порядок, работа над ошибками, свой финансовый статус, свое финансовое положение, чем лучше вы регулируете и работаете над этим, тем лучше будет с вами случаться, происходить вся эта история. Идем дальше. Тельцы. Да, дорогие тельцы, я не скажу, что для вас этот период времени будет такой сложный и напряженный. Наоборот, Сатурн в ретрограде делает прекрасный секстиль к вашему знаку зодиака, поэтому здесь действуйте. Для вас все трудности, которые будут случаться с вами в работе и, да, в личной жизни, это то, что вам нужно для того, чтобы осознать, для того, чтобы подняться на новый уровень. Но я не скажу, что по силе свои трудности будут очень сильные и заставят вас как-то напрячься. Для тельцов второй декады вообще будет получаться все то, что давно не получалось. Вот то, что вы не могли сделать давно, внедряйте, реализовывайте. Для вас это будет, я бы сказала, даже удачное время. Ни в коем случае не по сути. Чем больше сделаете, тем больше получится. Поэтому, да, тельцы, я хочу сказать, что у вас очень классная, продуктивная, позитивная энергия будет. Да, близнецы, дорогие мои, для вас этот период разворота Сатурна будет сложновато. С учетом того, что, да, близнецы, вы не очень любите вот такую сложность сатурнианскую, не очень любите вот эту структуру, порядок, когда вас заставляют, когда заставляют обстоятельства, особенно финансовые истории, которые не дают проводить свой образ жизни, к которому вы привыкли, да, здесь Сатурн скажет, нужно прикладывать еще больше усилий, нужно прикладывать еще больше сил, больше внимательности и больше ответственности. Да, захочется как-то эту историю обойти. Ребят, только терпением, только упорством, только приложением больше сил, тогда будет хорошо. По-другому никак. Ну, еще пока не нашлось то действие, знаете, которое вот в ретро Сатурн нам как бы говорит, можно расслабиться, а кто-то за нас вот это вот все сделает. Ну, конечно же, если вы достигли такого уровня своего развития, и у вас есть тот, кто сделает это все за вас, то тогда вас вообще не должен волновать мой гороскоп, понимаете? Вы тогда и сами все знаете. Идем дальше. Раки. Для вас, дорогие раки, скажу, что период ретроградного Сатурна сложится очень хорошо по финансам. Здесь история, чем больше будете делать, пробовать, экспериментировать, будет хорошо. Для вас вообще и Уран еще будет очень классно помогать, несмотря на то, что Уран еще с 1 сентября пойдет тоже в ретроградное движение, но при этом он будет в благоприятном аспекте к вам, дорогие раки, и у вас тут множество возможностей для действий, для реализаций, для вообще все то, что давно не получалось, потому что эти две самые планеты, которые, ну, дают взлет, социальный статус, то есть это те проекты, которые можно запускать даже на хайпе, то есть не с точки зрения трудиться долго, монотонно, продуктивно, да, то есть не сколько брать аскетичный такой образ жизни, здесь нужно наоборот запускать все новое, идти в новое, пробовать как можно больше, и оно будет получаться, и оно будет результат. Вы даже сначала подумаете, да это вообще фигня какая-то, но результат будет больше, чем вы на него рассчитывали, поэтому здесь работа, карьера, все для вас.
действуйте, усложняйтесь, изобретайте, пусть новый велосипед, вообще не важно, нужно, чем больше вы приложите усилий в эти 4 месяца, тем больше у вас будет получаться. Поэтому, дорогие раки, я скажу, что это абсолютно ваше время. Львы. Ну, скажу, что здесь немножко сложновато, да. Здесь на развороте, конечно же, вам захочется хайпануть, за эти 4,5 месяца захочется что-то новое внедрить, вот как-то вот так проявиться, ярко, амбициозно. История будет не очень хорошо складываться, особенно в любовных отношениях, если вы захотите себя как-то проявить по-новому, хайпануть, и я бы так сказала, как это по-простому, прокачать права, да, в любви будет не очень получаться. В работе на хайпе будет получаться результат, который не тот, который вы рассчитывали, будет получаться хуже. Пиар может быть не позитивный, а темный, я бы так сказала. И здесь, конечно же, с осторожностью запуске всех проектов, только если вы понимаете всю практичность, серьезность и ответственность ваших проектов и задач. Так, конечно, время хорошее для того, чтобы потрудиться и в любовных отношениях, и в работе, то есть сделать много планомерной работы, которую вы откладывали очень долгое время, не любили за вот это все браться, уровень ответственности не любили свой прокачивать. То здесь, конечно же, вот этот момент, который нужно прям-таки будет понимать и разбираться, особенно те львы, которые родились в 3-й декаде. Да, ребята, здесь нужно быть вообще максимально аккуратными все эти 4,5 месяца. Идем дальше. Девы. Для вас петля этого Сатурна будет сложновата. Максимально сложно будет для дев 2-й декады. Естественно, потому что Сатурн будет за эти 4,5 месяца делать оппозицию к вашему натальному Солнцу в транзитных картах. И это та история, когда нужно максимально много больше прикладывать. Но, наверное, сложнее всего будет только девам. Но при этом мы помним, что девы – это трудолюбивый знак, если вы живете по Солнцу. Если вы по Солнцу не живете, и у вас Луна в каких-нибудь близнецах, то здесь, конечно, вам тоже будет сложно. Или же ваша Луна в Стрельце. Тоже вам будет сложновато, ребят. Вот если ваша Луна в Раке, в Скорпионе, в Рыбах, тогда будет полегче, тогда будет с мудростью, с пониманием приходить эта история, что нужно, да, включить терпение, что это не навсегда, это на какой-то период времени, и не все 4,5 месяца будет сильно колбасить. Нет, это будет идти по нарастающей, потом спадать потихонечку. Здесь история того, что нужно девы 2-й декады, это те девы, которые родились с 1 по 10 сентября. Да, ребят, те девы, которые родились в августе, это 1-я декада дев. Те девы, которые родились с 11 и до конца периода девы, это девы 3-й декады. Ну, так образно, понимаете, да? И здесь история того, что терпение, труд, ответственность, внимание. Сатурн будет очень сильно спрашивать на финансовые долги, на здоровье, на возможности, которые вы упустили. Почему вы не действуете и не делаете то, что вам положено, почему вы не проявляете свои навыки, таланты и качества по жизни, почему вы не стремитесь в свое будущее, свое развитие, почему вы засиделись на одном месте. То есть нужно будет наводить порядок, ревизию в своей жизни. Я скажу, что да, девы 2-й декады, вам будет максимально сложно. Делайте. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок. Ребята, если я не говорю таких больших сложностей для дев 3-й декады, ваша история с ретроградным Сатурном будет проигрываться в следующую петлю в 2025 году весной. А сейчас пока, ребят, история, я скажу, затрагивает дев 2-й декады. Девы 1-й декады уже историю с ретроградным Сатурном в 2023 году отыграли, уже это все сделали, все эти истории порядок навели. Кто не навел, пошел дальше на своих хромых лыжах, как говорится, есть.
Сейчас больше, конечно же, будут эту историю в своей жизни разгребать девы второй декады. Но, ребята, я скажу, что есть ради чего трудиться. Сатурн всегда дает потом и тот социальный статус, и то понимание жизни, и ту возможную карьеру, которую вы хотите. А я знаю, девы, вы хотите много, поэтому признайте себе, что именно вы хотите. Идем дальше. Весы. Весы — это тот знак зодиака, который не очень любит сатурнианские энергии, будем честными. Воздушный знак, который любит легкость, активность, позитив и совершенно не умеет, не заточен трудиться на сатурнианских историях, наводить вот этот тяжелый монотонный порядок, быть ответственными перед налоговой, ответственной перед обязательствами с клиентами в том числе, да, ну то есть как бы веселые позитивные истории хочется, а вот настолько монотонно усложняться в тяжелые бюрократические истории не хочется. Да, дорогие весы, я скажу, что эти 4,5 месяца будут для вас историями, связаны как раз таки вот с этими нотками, которые вы не очень любите разбираться, плюс еще кармические узлы заставляют отдавать долги, которые вы задолжали, не сделали, не заплатили. Это долги финансовые, это долги ментальные, отношения с другими людьми. Поэтому здесь вы видите отношения на тот уровень, на котором они должны были быть. То есть, если вы чувствуете обязательства в каких-то отношениях, объяснитесь, скажите, ну, либо вы хотите все долги, которые вернут вам в жизни, вы хотите их как-то пропустить. Я сомневаюсь. Поэтому, да, для вас, дорогие весы, требуется ответственность именно в отношениях. И отношения это либо бюрократические, бумажные, ответственные, либо это отношения вот прям тет-а-тет, да, личные отношения. Сложный такой момент для весов, но, ребят, нет задач невыполнимых. Конечно же, будет в этот момент сложновато. Почему? Ну, потому что все-таки еще у нас, в августе, окей, но в сентябре и в октябре здесь, конечно, Лилит будет как раз-таки идти по вашему знаку, потому что 29 июня этого года Лилит поменяет знак и перейдет из Дев в Весы. Здесь, конечно, еще Лилит будет шагать. Да, будет максимально страшно идти на разговор, в котором вы понимаете, что вы не правы. Почему нет? Будет максимально некомфортно. Будете думать, что все пропало. Ребят, нет, здесь на самом-то деле Юпитер будет делать к вам классный трин. И здесь идите в разговор, идите в реализацию, идите в действие, идите, стройте отношения с людьми, как это должно быть, как не с точки зрения выгоды только для вас, а чтобы это были взаимовыгодные сотрудничества, которые вам принесут деньги, потому что аспект с Юпитером всегда приносит потом деньги. Юпитер — это планета богатства в том числе, поэтому чем честнее вы будете в своих разговорах, в работе над ошибками здесь, да, своими, которые допустили раньше, в отношениях с другими людьми, где повели себя как-то, возможно, некрасиво, да, Юпитер будет давать те самые истории, да, и, собственно, и узлы кармические не просто так в этот момент времени с разворотом как раз-таки Сатурна и Нептуна вместе. Эмоционально для вас будет время, да, не скажу, что очень простое, особенно для весов первой декады. Весы первой декады — это те, кто родился в сентябре, весы второй декады, кто родился с 1 по 10 октября, и третья декада весов — это те, кто родился вот оставшиеся денечки до знака зодиака Скорпион. Поэтому, да, ребята, для вас этот момент будет очень важный и ответственный, который, связан прямую с вашими кармическими задачами по жизни, задачами вашего Солнца, какие вы весы, потому что за плохо построенные отношения или за нанесение вреда в каких-то отношениях каким-то людям не по справедливости, расплата придет уже в следующем году. И у каждого индивидуально еще в момент возвращения кармических узлов, это возраст 36-37 лет, максимально, как правило, сложный у весов. Это моменты всегда связаны с отношением, с разрывом, либо приобретением новых связей и контактов, которые только улучшают жизнь, продуктивно, финансово, стабильно для развития. Идем дальше. Знак зодиака Скорпион.
Здесь история того, что, да, ребята, хотела бы я сказать, что вот будет прям очень легко и просто для вас в разворот этого Сатурна. Я не скажу, что сам разворот Сатурна, эти 4,5 месяца для вас будут самыми плохими, ужасными, сложными. Нет. Вообще для вас планета Сатурн, она не такая сложная и печальная, потому что, в принципе, ваш управитель Плутон задает вам тон гораздо сильнее. И здесь, конечно же, все те скорпионы, которые родились в первой декаде скорпионного знака, да, первая декада те, кто родился в октябре, вторая декада это с 1 по 10 по 11, давайте я скажу, потому что это самое сложное скорпионное время, родиться в этот период, ну я так округлю, да, это вторая декада. И третья декада, она, ну вот с 11-12, там все зависит от каждого времени рождения, времени, года рождения, да, и до знака зодиака Стрелец. Да, ребят, и здесь, конечно же, сложнее всего будет тем скорпионам, кто родился в первой декаде, потому что здесь не сколько Сатурн будет на вас влиять, сколько еще и ретроградный Плутон, ваш управитель, который идет в ретроградном движении и прям делает квадратуру к вашему натальному Солнцу в транзитных картах. И здесь такая история, ну так, а что так сложно-то, да? Здесь, как говорится, свои эго, свои амбиции, своя нереализованность будет в прямом смысле наступать на, ну не просто на пятки, на горло, я бы так сказала, да, то есть здесь такая сложная история, даже для скорпионов, независимо от того, что вы у меня сложный вообще такой в принципе знак, не просто у меня, вообще в принципе, да, по жизни, но вы у меня, вы понимающие скорпионы, не знаю, почему так случилось, и скорпионы, которые смотрят меня, все такие мудрые, сложные по-своему, да, но имеют мудрость и понимание, почему оно так происходит, да. И здесь, ребята, конечно же, разворот же Сатурна и все 4,5 месяца, наоборот, будет давать вам плюшки и бонусы по жизни, и будет у вас энергия продуктивности, будет получаться больше. Поэтому здесь движение ретроградного Плутона, оно будет мощнее и сложнее для вас, да, то есть свои же ошибки, свои же недоработки, свои же амбиции, которым вы не нашли выхлоп, не реализовались, и Сатурн здесь как раз-таки будет, ну давай возможности, давай делай. Продуктивная, планомерная деятельность будет. Ребят, главное не побояться всего того, что вы хотите, а я знаю, вы много хотите, вы максималисты по жизни, поэтому делайте, внедряйте максимально, чего вы хотите в своей жизни. Ну, получится. Плюсом еще здесь кармические узлы идут, и будет получаться хорошо. Хороший аспект будет как раз-таки в эти 4,5 месяца, и будет получаться не совсем на легкости, но истории вы будете говорить, мне рассказывать, я уже даже знаю, которые совершенно кармичные, совершенно не случайные, и не просто так случились, потому что скорпионы всегда отслеживают эту закономерность, почему именно кто-то или какая-то ситуация случилась в жизни именно в это время. Да, ребят, для того, чтобы научить, подкинуть идею, для того, чтобы запустить нечто новое, внедрить, а Уран, который идет сейчас по Тельцу и делает оппозицию ко всем скорпионам, который родился в третьей декаде, здесь история, конечно же, ребят, максимально будет нестандартно выводить жизнь из ситуации, потому что еще, смотрите, у нас с 1 сентября Уран еще идет в ретроградное движение, да, и здесь пока Уранчик идет прямо, это одна история, а с 1 сентября, скорпионы третьей декады, вы почувствуете, как ситуации начнут происходить быстрее, эти ситуации будут более дерзкими, они будут напрягать сильнее, мощнее, жестче, вы скажете, так, вообще что происходит-то, почему это происходит со мной, чем я это заслужила, но, ребят, заслужили. Почему? Необходимо подниматься, идти в работу, в карьеру, в статус. Будет отваливаться, вот этот Уран, он будет отваливать все прошлое, все старое, что не дает уже стимула к развитию, на чем уже не заработать, на чем уже не построить отношения. И здесь, конечно же, да, Уран это всегда зачищает отношения, наш круг друзей, близких, знакомых. И здесь, конечно же, понимаете, что эта история, она
такая достаточно сложная. И будьте готовы к потере, возможно, тех людей, к которым вы привыкли, но вы понимаете, что так оно и должно было случиться. Но для того, что для кого-то потеря этих отношений будет на какое-то время, для кого-то навсегда. Здесь нужно понимать, что потеря этих отношений не потому, что там вы плохой, человек плохой, нет. Просто сейчас по жизни нужно пойти разными дорогами для того, чтобы у вас появилась внутренняя опора на себя для движения. Ну, как говорится, кораблю безопасней в порту, но он и для этого строился, понимаете? Да, дорогие скорпионы, всю мудрость, самообладание в свою реализацию. Ну, ребят, только так, потому что только наша реализация приведет нас к тому самому будущему, которому мы хотим. А для вас, дорогие скорпионы, реализация ваша, она не только в работе, в карьере и в бизнесе, она еще и в отношениях. И здесь понимаете, что если отношения личные, любовные привели к тупику, нужно разобраться, почему случился этот тупик. Возможно, тупика-то и никакого нет, просто вы не хотите в отношениях идти в более сложный уровень, в доверительные истории, и здесь вы не хотите открывать свое сердце, потому что это абсолютно скорпионья история, закрыться и не делать, не открывать свое сердце перед вторыми половинками, типа я сам разгребу, сама сделаю, и все у меня будет хорошо. Не надо настолько обижаться на свою вторую половинку или там на жизнь, на обстоятельства, а это абсолютно скорпионья история, да. И здесь, дорогие мои, максимально силы и мощи, я бы так сказала, вам нужно будет проявить сентябрь, октябрь, ну и ноябрь, естественно, под день рождения всегда самые сложные моменты. Ребят, не могу сказать, что будет прям легко. Нужно усложняться, повышаться, подниматься, не сидеть вообще на месте. Идем дальше, стрельцы. Да, дорогие стрельцы, если вы смотрели мой годовой прогноз, трехмесячный на весну возможностей и на лето надежд, то вы примерно понимаете, что я сейчас буду говорить. Да, я не говорила про осень, но скажу так, мои дорогие, любимые, активные, позитивные стрельцы. Если вы живете по Солнцу, это хорошо. Если вы по Солнцу не живете, то будет максимально сложно бороться со своим же эго, гордыней, страстью. В том числе, потому что здесь разворот Сатурна заставит потрудиться больше. Больше, чем положено, больше, чем рассчитывали. Конечно же, скажу так, что будет все не так сложно еще в июле, не все так сложно, несмотря на то, что начинает только разворачиваться, но вот стрельцы второй декады уже немножечко вздрогнут по силе интенсивности бюрократических вопросов, которые перед ними встанут, вопросы финансовые, социальной реализации в том числе. Стрельцы третьей декады немножко эмоционально напрягутся. Ребят, первая декада — это стрельцы, которые родились в ноябре. Стрельцы, которые родились с 1 по 10 декабря, это вторая декада. И условно третья декада — это вот с 11 и до знака зодиака Козерога в декабре. Здесь история, конечно же, очень интересная для стрельцов, и я бы так сказала, у каждого отдельного стрельца будут свои задачи. Стрельцы первой декады еще сейчас, в начале лета, будут чувствовать силу и мощь ретроградного Плутона, который заставляет брать новую планку, подниматься в работе, в карьере, в статусе, но быстренько понимать и ощущать, и это, понимаете, это история июль и август. Да, для стрельцов первой декады. История для стрельцов второй декады связана будет, конечно же, с максимальной продуктивностью, с активностью, с действиями. Да? Здесь история, конечно же, стрельцы второй декады прочувствуют максимальную историю проверки своих возможностей и желаний. И здесь, ребята, скажу так, что октябрь и
Ноябрь будет максимально сложный, потому что Юпитер, ваш управитель, уйдет в ретроградное движение, и будет проверка уже вот этого всего, особенно если вы работаете, ваша работа связана с репутацией, с публичностью, и вы до этого момента привыкли выезжать на хайпе. Для вас будет сложный этот момент, октябрь и ноябрь. Здесь максимально старайтесь на продуктивности, на плодотворности, на четком подходе, все контролировать, проверять. Хорошая тактика будет лучше медленно, но верно. Или же история может создать для вас не совсем приятную репутацию. И здесь, конечно же, все будет зависеть от вас, от ваших действий. Ну и, конечно же, стрельцы третьей декады максимально будут проверены, я бы так сказала, в момент разворота этого Сатурна на свое уныние, депрессивное состояние, на все фобии, страхи, переживания. Почему вы не идете в свое развитие, почему вы не становитесь теми самыми стрельцами, которыми вам положено быть, потому что у стрельцов история, стрельцы третьей декады, это те стрельцы, которые уже отсвечивают Козерога, то есть это продуктивные, активные бизнесмены, люди высокого социального статуса, активные по карьерной лестнице, и если у вас этого в жизни нет, будет сложный момент, то есть придет такое разочарование в жизни, но, ребят, не стоит впадать в депрессию. Не для этого Сатурн разворачивается, а разворачивается он для того, чтобы, как говорится, извините, быстро, но честно, для того, чтобы подопнуть, максимально быстро настроить, поставить на свои лыжи, максимально быстро опустить, чтобы вы поняли, где вы не дорабатываете, надавать по щам, опустить в финансах, чтобы вы поняли, что та жизнь, которую вы себе хотите, планируете, она такая мощная. Может ли дойти до разрыва официальных отношений? Да. Может ли дойти до разводов, до измен? Да. Здесь, конечно же, все стрельцы понимаете, что чем сильна ваша гордыня, вы не умеете остановиться, это для вас плоховато. Нужно учиться вот этой гармонии и балансу. Те стрельцы, которые не хотят принимать уровень ответственности, обязательств, того, что в жизни нужно усложняться и брать новую планку, будет тоже сложно. Те, кто при любой сложности впадают в депрессию, в алкогольную зависимость или в зависимость прыгать, менять партнера, тоже плохая тактика, ребят. Этот разворот Сатурна будет максимально проверять на вшивость, я бы так сказала, на все изъяны, которые в вас есть. И эта история, я бы сказала, бой с тенью, да, бой с самим собой, который вы можете выиграть. Как честно ответить себе на вопросы? Да, при любых проблемах я впадаю в какие-то крайности. Почему? Да потому что очень много возможностей, и просто страшно их начать реализовывать, боитесь, что зазвездитесь. Можете? Легко. Стрелец — это тот знак зодиака, который легко может зазвездиться, щелкнуть всем по носу, но потом наступает момент, когда щелчки по носу возвращаются, и стрелец поэтому не очень-то любит вот этой ответной реакции. Поэтому, к сожалению, много стрельцов не достигают того уровня в развитии, который положен по жизни, а остаются на стадии таких весельчаков по жизни, оптимистов, комиков, стендаперов, которые просто хохочут, и все у них так классно, позитивно. Да, смех — это такая другая грань реакции стрельцов, когда они отчетливо понимают, что жизнь-то их совершенно не такая, как им хочется, и поэтому они уходят так в юмор, дабы жизнь приукрасить. Ребят, не уходите в иллюзии, поработайте над собой, над своей жизнью, над своими финансами продуктивно, над своими отношениями в том числе. Да, будут скрываться моменты в ваших личных отношениях, любовных отношениях, которые вам не понравятся. И здесь нужно будет принимать решения. Какие вы решения примете, естественно, они и будут складывать ваше будущее. Если вы примете решение усложняться в работе, идти в новую должность, идти наверх, хорошее на самом деле решение, потому что, особенно для стрельцов третьей декады, прекрасно, я считаю. Стрельцы первой декады, по моему личному мнению и опыту в астрологии, я вообще считаю, что вы все бизнесмены, потому что вы еще фоните скорпионом, но если вы не бизнесмены, не делаете много денег, потому что стрельцы первой декады — это просто те люди, которые вот могут зарабатывать, о боже мой, даже я столько не могу, потому что мне в принципе по звездам столько не дано. Но почему вы столько
только не делайте, потому что много стрельцов, которые я знаю лично, ко мне приходили на консультации, хотят, но не идут, потому что боятся брать вот эту сатурнянскую ответственность по жизни. Ну, типа на смехе, на хайпе проще, чем ответственнее. Ребят, нет, Сатурн приходит как раз, чтобы вы овладели этой самой ответственностью. Идем дальше. Козерог. Да, дорогие козероги, для вас этот разворот Сатурна, я скажу, будет классный. Да, будут сложности, да, будут трудности, да, будут истории, которые будут вас заставлять покрутиться, но все-таки Сатурн при всей своей истории будет делать классный секстиль к Козерожьему Солнцу в транзитных картах. И здесь, ну, ребят, трудитесь, трудитесь в кайф, истории будут получаться хорошие, больше внедрите, больше получится. По карьерной лестнице идете вверх, да. Хотите реализовать себя, да. Здесь даже вдохновение нептунианского разворота будет на вас влиять положительно. Действуйте. Здесь даже Уран, который идет по Тельцу, будет действовать классно на козерогов третьей декады. И здесь, конечно же, ребята, первая декада козерогов, кто родился в декабре, вторая декада козерогов, кто родился с 1 по 10 января, и с 11 января и до знака зодиака Водолея, это козероги третьей декады. Поэтому, ребята, вот такая градация. Поэтому кому будет вообще классно и прекрасно? Ну, вообще всем козерогам будет хорошо. Действуйте, потому что даже напряженные аспекты будут заставлять вас работать и трудиться. И я скажу, что это потрясающая история. Да, козероги первой декады в эти 4 месяца будут проходить истории сложных своих вопросов, связанных со страхами. Я бы так сказала, самая напряженка будет у козерогов первой декады. Ну, потому что козероги второй и третьей декады эту историю уже проиграли весной этого года и проиграли осенью 23 года, да, то есть третья декада козерогов с этим уже наигралась, да, как говорится, уже прошла все свои вопросики к себе. Здесь, конечно же, козероги первой декады, разбирайте историю, связанную со своими страхами, почему вы не идете в развитие, почему страшно, почему вы не идете, потому что козерогам, я бы так сказала, первой декады дано, по роду дано развиваться активно, мощно, но почему-то вы не идете туда, вы выбираете некую вот такую стабильность, да, чтобы только не, вот лучше иметь вот эту вот чуть-чуть, да, чем вот тот большой мир, на который вы можете позволить открыть себе глаза. Поэтому, да, здесь немножко фонит такая вера от Стрельца, да, то есть здесь сильна та история, во что вы верите, то с вами и случается. Поэтому здесь немножко, если вы поменяете свое мышление, хоть чуточку, уже по-другому начнет играть ваша жизнь. Поэтому загляните в свои страхи. Козероги второй декады активны, продуктивные, вообще моменты по жизни. Козероги третьей декады, для вас разворот движения этого Сатурна будет классное время для запуска новых проектов, всего нового, пробуйте, экспериментируйте. Даже запуска старых проектов на новый лад тоже отличная история. Пробуйте отношения, идите в новые отношения, это тоже для вас будет хорошо. Ребят, прекрасное вообще для вас время, не все знаки зодиака могут похвастаться такой историей. Единственное, козероги третьей декады немножко напрягутся сентябрь, октябрь и ноябрь, потому что здесь Плутон заходит в знак Козерога, и те, кто родился в последних 5 числах Козерожьего времени, вы прям почувствуете силушку Плутона. Это история про то, что нужно подниматься и идти на новый уровень. Да, будет сложно, да, будет невыносимо сложно, да, поднимайтесь, чем больше будете делать, и не сдавайтесь, этот момент, конечно, это последняя петля Плутона, в том числе в эти 4,5 месяца, когда будет максимально сложно, но это сложность для того, чтобы вы проверили себя и свои возможности. Идем дальше, Водолеи. Ну, дорогие водолеи, скажу я вам так, что да, пока летом у вас сейчас июль и август, время, особенно те водолеи, кто родились в первой декаде, в первых чисел водолейского времени, это январские водолеи,
здесь, конечно же, еще Плутон проверяет вас на прочность, на следование своих интересов. Идете ли вы в развитие, не идете, сидите ли вы на месте, идете ли вы делать что-то грандиозное и активное, или же вы решили эту жизнь проиграть. Какого вы поля игрок, вот вас будет июль и август проверять. То есть если вы идете, развиваетесь, создаете свой бизнес, создаете себе возможности, новые должности, новые успехи в финансах, в карьере, если вы в свои отношения идете, поднимаетесь в личные, любовные, разбираете завалы, то есть все те моменты, которые оголены, вопросы, которые встают, у вас будет получаться хорошо. Если вы из этих отношений бежите, если вы уходите с работы при малейшей трудности, закрываете бизнес, тогда, конечно же, будет печально. Я бы, конечно же, не бросала бы эту планку, брала больше. Берите больше и получите примерно столько, насколько рассчитывали, может быть, чуточку меньше. Отказавшись от всего, проиграете во всем. Поэтому здесь я за максимальный подход для вас, водолеи. Те водолеи, кто родился все-таки во второй декаде, вторая декада это февральские водолеи с 1 по 10 февраля, и третья декада это с 11 февраля и уже до конца, до знака зодиака Рыб, да, ну вот такая вот градация, ребят. Поэтому здесь, чтобы вы понимали, истории того, какие будут случаться с вами моменты, кармичные моменты, на что вы замахнетесь, куда вы пойдете, эта история как раз таки для водолеев первой декады. Чем больше сделаете, тем больше внедрите, будет зависеть конец, окончания ретроградного Сатурна для вас, да. Какие еще будут сложные истории? Ну, Уран будет максимально, я бы так сказала, выбивать из колеи всех тех водолеев, кто родился в третьей декаде, ребят. Такая история, ничего с этим не поделать, да, то есть все моменты своего будущего, все, что вы рассматриваете про свое будущее, все недоделки для водолеев третьей декады в этот период, особенно с 1 сентября, когда еще и Уран войдет в ретроградное движение, для вас будут максимально больно бить по самолюбию, но, ребята, так бывает, ситуации не всегда будут складываться, какие вам бы хотелось. Будьте готовы к разным ситуациям. Этот момент не вечен, этот момент конечен. И, конечно же, для вас, дорогие водолеи, вообще, в принципе, история вот этого Сатурна, она затянется больше, чем для других знаков зодиака, потому что у водолеев больше возможностей. Вообще, в принципе, с разворотом этого Сатурна приходит, еще подхватывает разворот Урана с 1 сентября, и разворот Урана продлится аж, водолеи, до ваших дней рождений, до первой недели февраля, там 4 февраля разворачивается Уран обратно, и все это время я хочу сказать, что у вас будет ощущение, что вы прикладываете больше усилий, чем кто-то другой. Ребята, это закономерность, вы понимаете, что чем больше вы приложите этих усилий, тем будет выгоднее, тем будет класснее. Это вообще все водолеи, но водолеи второй декады, здесь, конечно же, Юпитер будет вам давать вот эту легкую расслабленность, позитив, вдохновение, что все у вас будет хорошо. И, конечно же, эти чувства усилятся, когда Юпитер с 14 октября пойдет в ретроградное движение, он все-таки уйдет на приятных, позитивных аспектах в ретроградное движение, и этот месяц разворота Сатурна будет для вас не таким уж сложным и тяжелым. Итак, по итогу, конечно же, из всех водолейчиков я не скажу, дорогие водолеи, что это будет сложный, ужасный и печальный период для вас, эти 4,5 месяца жесткой пахоты. Нет. Здесь я скажу, что даже аспекты будут благоприятные для вас и для водолеев и первой декады, и второй, и третьей. Сложноватее всего, конечно же, будет в летние месяцы водолеям первой декады. А второй и третьей декады все-таки здесь и вдохновение, и планомерность, и позитивный события будут случаться, когда вы будете понимать, что не просто так. Ну, водолеи, конечно, третьей декады, Уран будет максимально дестабилизировать историю, поэтому придется пересмотреть некоторые планы, проекты на будущее, но это не критично, ребята. Действуйте по обстоятельствам и умейте скорректировать свой план. Главное, не выходить из отношений, из бизнеса в порыве страсти. Это должно быть взвешенное решение, связанное с абсолютно
абсолютной ответственностью и пониманием, потому что эти 4,5 месяца, которые ждут на развороте Сатурна нас с вами, они заставляют быть ответственными, они заставляют не просто принимать решения, а смотреть в будущее, как это отложится не только на вас, но и на других людях, с кем связано принятие вашего решения. Поэтому да, немножечко вопрос кармы, он такой к вам серьезненький. Я не скажу, что самый сложный. Дерзайте, действуйте, даже у водолеев первой декады, у кого достаточно сложный период, связанный с Плутоном, ребята, у вас получится. У вас должно получиться, и вы пойдете в свое будущее, отдадите все свои долги прошлого и пойдете туда, куда вам нужно. Итак, рыбы, зафиналим, как говорится, это видео знаком зодиака рыбы, которым этот разворот Сатурна будет максимально сложным. Да, дорогие, самый сложный, наверное, разворот Сатурна будет для рыб из всех знаков. Сложно эмоционально, сложно по энергиям, потому что Сатурн все-таки, когда идет по самим рыбам, он заставляет, привносит вот эту вот жесткую, четкую энергию, которая вообще не соотносится к рыбьим тенденциям, да, к настроению, вдохновению, мудрости. Сатурн заставляет структурировать, заставляет работать, заставляет отдавать долги, заставляет настроить план на будущее и делать. Ну, то есть не отходя сразу, да, от кассы, как говорится, делать как можно больше. И здесь, да, дорогие, рыбы, которые родились во второй декаде, первая декада рыб, это те, кто родился в феврале, вам, я скажу так, что будет максимально проще, здесь не будет таких сложностей и трудностей у вас. Рыбы второй декады, это те, кто родился с 1 по 10 марта, рыбы третьей декады, это те, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен, да. Вот такая градация по декадам. И да, рыбы первой декады не будет у вас такой сложности, потому что вы, по крайней мере, уже многие эти истории прожили, вы уже понимаете, вы уже идете в своих планах по жизни, вы реализуетесь. Для вас это будет просто момент более продуктивной деятельности, более активной, более деятельности по вдохновению, потому что все-таки не забываем, по вашему знаку еще разворачивается Нептун 3 июля, да, и здесь, конечно же, подключайте мудрость, творчество, вдохновение. Рыбы второй декады, конечно же, максимальнее всех ощутят это сложное время, разворот этого Сатурна, потому что Сатурн будет прокатываться как раз-таки, дорогие, по вашему транзитному Солнцу. И здесь запаситесь терпением. Я бы так сказала, что терпение и трудности это будут ваши спутники на ближайшие 4,5 месяца. Плюс еще, конечно же, Юпитер сейчас идет по знаку зодиака Близнецам, и он делает квадратуру к вашему натальному Солнцу в транзитных картах, но с 14 октября еще и Юпитер пойдет в ретроградное движение, поэтому да, рыбки второй декады с 14 октября почувствуете еще больше, я бы так сказала, напряжения, да, то есть проверка не просто трудностями, финансами, да, какими-то срывами в работе, работа, которая не получается, да, сложно будет договориться, так еще и будет казаться, что все специально сговариваются и хотят вас опустить. Немножко такая проверка гордыни Юпитер будет идти, да. Все проекты, сделанные на хайпе, не получится. Получится лучше с терпением, с трудностями, медленно, планомерно. Да, ребята, рыбы второй декады, здесь, конечно же, придется вам потрудиться. Если вы ищете работу, то, скорее всего, у вас получится найти все то, что вам хотелось. Но здесь, кстати, я скажу, что Уран делает потрясающий трин к вашим солнцам, да, поэтому рыбы второй декады вообще в разворот этого Сатурна словят, я бы так сказала, комбо из аспектов, и здесь будет очень много зашкаливающей энергии, с которой нужно справиться. Здесь и захочется продвигать что-то новое, внедрять, но нужно иметь чувство меры обязательно, да, обязательно в октябре и в ноябре, если вы хотите что-то грандиозное
грандиозное запустить где-нибудь летом или в сентябре, то окей, пожалуйста, действуйте, внедряйте. Я не скажу вам, что этого делать не надо. Новые проекты, идеи, учеба, это все получится хорошо, но при этом учеба будет сложная, работа тоже не будет даваться легко, ситуация с финансами будет не так быстро выруливаться, как хотелось бы, да, поэтому здесь, конечно же, нехорошее, неудачное время для того, чтобы брать, организовывать еще больше долги, да, потому что расплачиваться за них придется очень долго, мучительно и по времени растянуто, да. Здесь хорошее время отдавать долги, хорошее время для финансовые, я имею в виду, да. И здесь хорошее время пробовать себя в работе, идти в работу, которую вы раньше думали, вы недостойны, не заслуживаете. И здесь история такого, я бы сказала, масштаба, который вам подвластен, но вы почему-то его боитесь, почему-то вы туда не идете. Здесь можно усложняться, брать карьерную лестницу выше. Да, легко не будет. Если смените работу, будет тоже сложно. Но кто сказал, что трудности это плохо? Вообще нет, ребят. Знаю, не ваша энергия. Но те рыбы, у кого Сатурн все-таки активный и рабочий в натальных картах, если вы трудитесь и понимаете, что у вас с этим все в порядке, для вас это будет просто новый уровень и новые возможности, поэтому действуйте. Для рыб третьей декады истории, конечно же, будут немножко напряженные, депрессивные, сложные, связанные с любовной сферой, потому что Нептун идет в ретроградное движение тоже на все это время. И здесь истории, конечно же, связанные со страхами, связанные с переживаниями, депрессивными состояниями, фобиями. Почему вы не идете в свое творчество? Почему вы не идете в ту глубину чувств, которые вы хотите по жизни чувствовать? Почему вы бежите от отношений в том числе? И это такие моменты, ребята, которые я за вас не решу, никто за вас не решит. Вам нужно к этой мудрости прийти, чтобы стать рыбами, чтобы отыгрывать свой знак зодиака. И, конечно же, чем дальше и к концу года рыбам третьей декады, особенно те, кто родился на стыке рыб и овна, да, будет максимально сложненько, потому что здесь еще и кармические узлы подгребают и как бы задают тон: ну давай уже поактивнее, давай уже больше, давай уже масштабнее, на глубину, серьезнее, ответственнее. Но узлы у нас все-таки идут с Овна весов, да, и здесь, конечно же, Овен — это знак, который заставляет нас всех действовать, принимать решения, причем быстро, да, и поэтому, да, дорогие рыбки, для вас, рыбки третьей декады, будет тоже сложновато с точки зрения эмоций этот период, разворот Сатурна. В целом, дорогие любимые знаки зодиака, кем бы вы ни были, каким бы знаком зодиака бы вы ни были, ретроградный Сатурн — это всегда момент времени, когда нам необходимо взять больше ответственности, перестать быть маленькими, убегать от себя, когда нам необходимо взрослеть, когда мы понимаем, что у нас есть не просто наши блага, что у нас еще есть обязанности, что в жизни есть не только вечеринка, а время, когда нужно трудиться. И разворот Сатурна — это всегда труд, работа над своей реализацией, карьерным положением, местом в обществе, кем мы хотим стать вообще в принципе по жизни. И чем честнее вы отвечаете себе на все свои вопросы, где вы когда-то куда-то ушли в не туда и не доработали, там, конечно же, история того, получится ли у вас в жизни или не получится. И разворот Сатурна — это всегда экзамен нашей ответственности на то, умеем ли мы держать свое слово, умеем ли мы быть честными и играем ли мы в эту большую игру своей жизни максимально, предельно точно, честно, и готовы ли мы взять больше, чем у нас есть сейчас. Вот и все. Чем честнее мы проходим этот период перед самим собой, тем трудности, которые встают на нашем пути, не кажутся нам такими страшными, потому что, еще раз скажу, что Сатурн — это честная планета, да, которая честно дает по щекам, когда мы не можем отрезвиться. Вот пришло время, конечно же, нам как раз сейчас таки трезво посмотреть
на этот мир, на нашу жизнь, какой является наша жизнь в этом мире, и пойти реализовываться. Идем мы туда или уходим в депрессивное настроение, настроение ретроградного Нептуна, который, соответственно, в этот же самый момент идет в ретроградном движении. Здесь у каждого крайность будет своя, как говорится, каждый на своей волне, но, как говорится, чтобы не упустить все свои возможности, нужно обрести и мудрость, и ответственность. И это максимально классная и непроигрышная тактика на эти 4,5 месяца. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного ретроградного Сатурна и Нептуна вместе взятыми. У нас еще будет, уже идет ретроградный Плутон, с 1 сентября добавится ретроградный Уран, с 14 октября ретроградный Юпитер, и комбо из социальных и высших планет у нас здесь. Будут все эти, ну, октябрь точно с ноябрем будут жаркие. Поэтому, ребята, не пасуйте перед трудностями. У нас еще есть время максимально настроить себя на рабочий лад, поэтому трудимся, заставляем себя не лениться, не впадать в депрессии и честно отвечать себе на неприятные вопросы. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного отрезка времени длиной в 4,5 месяца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. При этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, потому что я знаю, что вопросов будет очень много. И я готова на всех на них отвечать. У кого есть желание, записывайтесь на консультацию, кому нужно быстро, прямо сейчас, активно и плодотворно. Кто разбирается сам, в конце видео актуальные ролики, которые вы можете посмотреть и опереться, принять верное решение. Я с вами прощаюсь до следующего ролика. Пока-пока.